Глава 26. Источник жизни. В километрах отсюда были луга и цветущая жизнь. А в этой пещере же была своя жизнь, источник. Живительный источник — настоящий подарок судьбы. Это рай для исцеления. Источник не нуждается в очистке, поэтому его можно сразу использовать как противоядие, средство для исцеления ран и общего тонуса тела. И до тех пор, пока вы дышите, независимо от того, насколько серьезна травма, погружение в источник жизни позволит вам быстро восстановиться. А периодические погружения повысят физическую силу и культивацию. Это все магия источника, мастера использовали его как источник лечения, очень хороший восстанавливающий эффект. В южном городе очень много опасных группировок, с которыми он намерен воевать за ресурсы. А сила духа Чу, по его мнению, слабовата для этого. Это вода красного цвета. Необычно. Ин давно легла на траву, поэтому не замечала ничего вокруг. Питон здесь жил десятки лет. А когда он был ранен, он лечился родниковой водой, в которой, помимо прочего, еще и культивировал. Именно поэтому здесь так много его крови. Менин нашла несколько сгустков крови, где существо лежало в моменты культивации. Чу начал раздеваться. Ин сморщилась. «Бэр, что ты делаешь?» «Я хочу искупаться в горячем источнике. В нашей ситуации нам только источника не хватало. Источник отлично лечит раны. Кроме того, здесь содержится весьма полезная кровь дракона. Все это улучшает тело, омывает мозг, улучшая культивацию. Кстати, тебе бы тоже это не помешало. Искупайся. Хм. Ты можешь не смотреть на меня. Как тебе не стыдно перед девушкой? Чу серьезно произнес: это неправильно. Изначально жизнь на Земле была голой, и мы тоже. Зачем стесняться? Черт, девушка готова была сейчас взорваться. Чутянь, раздеваясь, продолжил: это тебе должно быть стыдно за такие мысли. Посмотри на меня. Я девственник. Даже если вы разденетесь передо мной и пройдетесь голышом, я даже не моргну глазом. Попробуйте. Ин злилась. Отличная логика. Негодяй. Сегодня был очень трудный день, а я только-только получил прекрасную возможность отдохнуть. Источник вместит нас обоих. Давайте сделаем массаж спины друг другу. Откуда недовольство? Чистый, девственный, красивый юноша нагишом. Ничего ужасного. Ха. Ты так думаешь? Кому ты сдался? В то же время Мэнин была взволнована источником и его эффектом. Парень-девственник. И я ведь тоже. Неизвестно, сколько девушек он мог так обмануть. Заткнись. Девушка вся покраснела. Все равно ведь не отстанет, Чу был занят другим. Сняв штаны, он залез в источник. Освежающе, ощущение покалывания, тепла и энергии воды быстро затянули его раны и вернули силы почти сразу. Весь процесс был комфортным и чудесным. Кровь дракона тем временем омывала тело. Сила тела. Сосредоточенность Юань Ли. Ничего так, Чу думал, что врожденный талант этого тела очень низок. Но он может быть улучшен различными путями. В том числе этим источником. Еще часик. Кости, плоть и сосуды, омытые кровью дракона, словно стали другими. Возрождение, достижение за достижением, Чутянь сделал еще по 2 захода по часу. Это нужно, чтобы Линк Я прогрессировал шаг за шагом. Чутянь плавно перешел к 5-му рангу культивации и покинул источник. Что с этим сукиным сыном? Это игра, Ин твой черед. Без Ин все не так немного. Мэнин, смущенно приближаясь к источнику, вдруг оборачивается и яростно машет кулаком. Если будешь поглядывать, я выдавлю твои глаза. У женщин такие ядовитые сердца, Чу грустно отвернулся. Увидев это, девушка почувствовала укол вины. Может, не надо было так, но по-другому было, наверное, нельзя. Это был тип парней, который запросто воспользуется первой же возможностью. А так она в безопасности. Мэнин сняла одежду, обнажив изящное тело, и медленно погрузилась в теплую воду. Чутянь не просто так купался здесь, она думала об этом, а ее сердце вдруг вздрогнуло. Она почувствовала себя очень мягкой, немного смущенной, немного застенчивой и немного взволнованной. Черт, почему я об этом думаю? Ин решила не думать об этом. Мало ли ей что придет в голову, источник содержит в себе невероятную мощь. Кровь в источнике также существенно улучшает телосложение. Около 10 Линк Я считаются драгоценными, потому что могут помочь улучшить культивирование. В источнике подобного много. Даже зелья с ним не сравнятся в том смысле, не говоря уже о силе.
До источника с кровью Мэн Ин была на пике 4-го ранга, а теперь же она на 5-м. Еще достижение. Это сон Ин наслаждалась случившимся, но вдруг что-то холодное коснулось ее бедра. Она решила посмотреть и вскочила с криками: «А! Помоги мне! Здесь чудовище!» Чутян подскочил к ней. Что произошло? В пещере было почти темно. Ин стояла в воде, а ее шелковая кожа и щеки, длинные волосы и литая фигурка отлично виднелись в этом полумраке. 2 человека стояли и смотрели друг на друга. Ах! Гаденыш! Девушка с ужасом взвизгнула. 10 минут спустя. Чу держал в руках небольшого питона толщиной с 2 пальца и длиной по 2 метра, голова которого была проломлена. Именно это существо проплыло мимо Ин. Преступник казнен. Ты. Как ты можешь? После воды кожа Ин стала мягче и шелковистее, а сама она более румяной. Она была взволнована. Зря ты так. Его можно было бы приручить. Ну, или изучить. Стыдно. Чу пафосно сказал: «Хе, они очень капризные, эти существа. Кроме того, очень пронырливые. Он залез к тебе в источник, поглядывал. Так что он заслужил участи питательного змеиного супа». Ин рассердилась. «Ты тоже меня видел. Тебе тоже надо заразбить голову. Это разве не разное? Я рисковал жизнью, спасая человека. Мои намерения были понятны, небо и земля могли видеть это. Хотя я хотел увидеть в первый раз в жизни, как девушка купается, поэтому моя невинная репутация разрушена. Поэтому я отказываюсь от какой-либо компенсации. Все, инцидент исчерпан». Девушка рвала и метала. «Ты говоришь это так спокойно». «Все в порядке, я уже привык к этому», произнес Чутян, продолжая успокаивать: «Не горячись. Свет не показывал все, только верхнюю часть тела. У тебя отличное тело». «Да. Я в ярости». Мэн Ин, как разъяренный детеныш, набросилась на Чу с когтями, пытаясь исцарапать его лицо. Чутянь просил о пощаде. Наконец они успокоились. Ин с лицом фурии произнесла: «Если хоть кто-то узнает о том, что здесь произошло, тебе конец». Ему такое нравится, они с сестрой совершенно разные. Чутянь со вздохом сказал: «Моя красота испорчена». Мэн Ин закрыла рот, сдерживая смех. Она гордо подняла голову и сказала: «Теперь вы знаете, что будет, если меня обидите. В любом случае нам нужно выбрать несколько линк-я и возвращаться. Нас полдня не было. Сестра будет волноваться». Чутянь послушно взял травы линья. Мэн Ин случайно коснулась его торса. Она всегда считала себя слишком маленькой по отношению к нему. А теперь была немного польщена его словами. Эти травы, пожалуй, стоили всех страданий. Они стоили десятки тысяч золотых монет. Жаль, питон и ветролка нельзя с собой взять. Они стоят гораздо дороже. Глава 27. Воссоединение. Южный город. Возле дома семьи Мэн стояла карета, запряженная странным существом, драконом-предводителем. Над зверем реял флаг с ним же. Мэн Ин внимательно посмотрела на флаг. Это знак института Чжоу. Чу с любопытством спросил: «А что это такое?» «Ты не знаешь. Деревенщина». Ин посмотрела на него с удивлением. Это же крупнейший институт, где невероятно высокие требования к вступлению. Всего оттуда вышло около 20 тысяч мастеров, которые сейчас очень известны своими талантами и знаниями. Студенческие организации и гильдии имеют много общего. Обе являются полуофициальными организациями, которые созданы при поддержке государства. Несмотря на их автономность, они финансируются государством, которое, в свою очередь, ждет выгоды от всего этого. Они открывают что-то новое постоянно, двигая вперед экономику страны. Яркий тому пример фармацевтические компании, которые поднимают медицину на новый уровень с помощью новых формул лекарств. Кроме того, выпускают талисманы, которые вносят существенный вклад в культуру. Все университеты делают акцент на боевом искусстве. Для этой цели ежегодно множество гениев отправляется в вооруженные силы страны для дальнейшего повышения качества армии. Культура и война идеально дополняют друг друга. У дома Мен стояла группа странных и смутно знакомых людей: 6 теток, 4 дяди, свояченица, родственники. Они ее заметили. Это Мен Ин. Мы не знаем про нее ничего. Около года не видел ее. Она стала такой красавицей. Ну и что она красивая? Здесь играла роль только ее сестра. А какой толк от этой бездарности? Правильно. Если бы не Цин Ву, то кем бы она была сейчас?
Похоже, ей стать только наложницей. Да. Все болтали без умолку. Никто и не скрывал презрения. Ин насторожилась. Почему они здесь и где сестра? Она пошла искать сестру и разбираться. Странно, неважно. Это его не касается. Чу поправил одежду и пошел отдыхать. Бом, бом, люди встрепенулись от удара часов. Обед. Чу вскочил. В зале стоял огромный круглый стол. Около 230 человек сидели за ним. Где раб? Стой. Чу остановил человек средних лет с безобразным обезьяньим лицом. Его глаза-щелки показывали сплошное презрение. Он громко спросил: «Ты что здесь забыл? Проваливай». Чутянь не разозлился, а только рассмеялся и сказал: «Кто ты, чтобы останавливать меня? Ты даже не знаешь, кто я, раб?» Мужчина рассердился: «Я акционер из торгово-промышленной палаты. Как раб осмеливается говорить со мной так? Просто отвратительно. Высечь тебя 100 раз бы», мужчина словно хотел покрасоваться перед Мэн Цинву. А раб просто подвернулся под руку. Сегодня был не его день. Бом, раздался громкий удар, мужчина упал. Чутянь весь сиял, а несчастный лежал под его ногой. «Ты гаденыш, Мэн Цинву хоть раз говорила со мной так?» «Нет. А если бы посмела, я бы ей врезал тоже». «Вы... Ты ударил меня». На испуганном распухшем лице беспокойно заметались глаза. Эта собака сошла с ума. «Брат, помоги мне». Чутянь со сладкой улыбкой сказал: «Рука меня плохо слушается, всегда быстро реагирует, когда я вижу ублюдков». А, нет, опять потерял контроль. Удар, еще одна пощечина. Чутянь не щадил его. Проклятый раб, сухенький мужчина вдруг стукнул по столу, встал и сердито посмотрел на Мэн Цинву. «Мэн Цинву, успокойте их». Юноша в белой одежде встал и с улыбкой сказал: «Отец, не сердитесь. Кузина сейчас одна, поэтому неизбежно, что некоторые рабы будут наглеть. Это маленькое недоразумение». Мужчина фыркнул: «Джао, посмотри, во что превратилась компания». Она не справилась. «Не беспокойтесь, я буду управлять от ее имени». Джао распахнул дверь, посмотрел на Чу и затем холодно сказал: «Что ты смотришь? Притащи раба немедленно, сломай ему ноги, отмени культивирование, а затем выгони из семьи Мэн». «Не перебарщивайте», — Мэн Цинву воскликнула: «я все еще президент». Отец и сын повзглянули друг на друга растерянно. Один заговорил: «Мэн Цинву, моя семья была унижена ради амбиций одного диктатора, который развалил компанию». Мэн Цинву произнесла: «А я что могу управлять тогда?» Чутянь почесал голову: «Мой приход был ошибкой. Я могу уйти, если хотите». «Чутянь, это не была ошибкой, присядь». Мэн Цинву смотрела на него. Она подумала: Чу слишком категоричен в своих суждениях. Вот бы помог. Тот самый Чутянь, который навел шум в городе, все остолбенели. Чутянь сел рядом с Мэн Цинву и, скрестив ноги, стал рассматривать всех. Человек в простой и сырой одежде сидел рядом Мэн Цинву. Джао слегка возмутился этим. Джао сказал: «Мэн Цинву, мы дали вам шанс и автономию. А вы вместо того, чтобы им воспользоваться, цепляетесь за заведомо гиблое дело в виде фармацевтической компании. Устроили кризис в компании». Джао Чан прав. 6 лет назад мы инвестировали свои средства в решающий момент. Только благодаря нашей поддержке она выжила. А как вы отблагодарили? Вы не оправдали наших ожиданий, мы разочарованы. Вы должны понести ответственность. Потеря Южного облака — ваша вина. Один за другим люди начали возмущаться. Мэн Цинву сморщилась: «Я напишу полный отчет. Там все не просто так, потому что молчи. Нам не нужны твои оправдания. Я не могу смотреть на это все. Лучше разделить компанию. Мы хотим, чтобы вы продали все имущество с аукциона и поделили деньги». И родственники, и акционеры требовали разделить все. Так как талисманы были основой, то они хотели вынудить Ву отдать фабрику. Мэн Цинву злилась все больше. Отец и мать погибли в аварии, но вы смеете требовать деньги. За все 6 лет я не проверяла проценты с акций и не возмущалась процентными ставками. Я хоть раз вас обманула. Вам всегда было плевать на компанию. Вас интересовали только деньги, а не компания. Вы бежите в такое время, когда компания нуждается в помощи. Резкий голос ответил: «Мэн Цинву, вы не имели права управлять компанией». Другой голос также сказал: «Рано или поздно компании придёт конец.
Я предлагаю назначить президентов Джао Чан. Согласен, и я тоже. Мы не должны позволить ей продолжать работать в качестве президента. У нас акции в компании. Мы теряем деньги. Господа, господа. Жао Чан быстро встал и успокоил людей. Все будет хорошо. Хоть Мэн Цин Ву и не смогла ничего добиться за 6, она и не натворила ничего существенного тоже. Правда. Еще бы. Нельзя оставлять такого человека президентом. Жао Чан вздохнул. Я понимаю ваши чувства. Вы взрастили эту компанию. Но она была основана отцом Мэн Цин Ву, как ее дядя, и я не могу такого не заметить. Это невероятно. Вы знаете, что она была создана моим отцом, Мэн Цин Ву не спешила говорить, потому что хорошо знала дядю. Этот лицемер что-то от нее хотел. Жао Чан, женщины без покровителей неизбежно страдают. Ей просто нужно выйти замуж. Мэн Цин сухо сказала, я не согласна. Конечно, Мэн Цин Ву весьма талантлива. Естественно, она хочет ровню. Но я боюсь, что это не так просто. Жао Чан махнул рукой. Ей, ты женишься на Мэн Цин Ву. Что? Чу Тянь поперхнулся. Глаза Джао ей радостно сверкнули. Отец, будьте уверены, я позабочусь о своей кузине. Мэн Цин Ву возмущенно встала. Кто ты такой, чтобы решить этот вопрос? Я, твой дядя. Yi, студент института Джоуджэн. Разве этого недостаточно? Жан Чан широко улыбнулся. Выходи за него замуж. Мэн Цин Ву грустно сказала, моя сестра еще слишком мала, я не оставлю ее. Жао Чан, словно предугадав, сказал, Мэн Ин 16 лет, пусть станет наложницей Yi. Не надо будет разделяться. Она, все равно, не блещет талантами. Сестра выйдет замуж за кузена, Чу Тянь не мог слушать об этом. Твою мать. Ты псих. Глава 28. Кузен. Похоже, дяде недостаточно просто украсть собственность своей племянницы, раз он заставляет ее выйти замуж за его сына. Что за бред? Замолчи. Какое право имеешь вмешиваться в дела нашей семьи? Жао ей всегда желал свою кузину. А теперь, когда все рушится, это его шанс. Однако он не ожидал Чу, который встал грудью, обычный шлак дома Мен. Чу Тянь насмешливо улыбнулся, я не буду спорить. Но, по крайней мере, у меня есть совесть в отличие от некоторых разодетых зверей. Глаза Джао зло загорелись. Раб — это раб по жизни. Я могу тебя раздавить, как муравья. Думаешь, что если любимчик у нее, тебе все позволено? Глаза Чу сузились и сверкнули. Люди, знакомые с Чу Тянь, знали, что это означает. Мэн Цин Ву не могла сдерживать его больше. Джао Yi, вы зашли слишком далеко. Жао Джан повернулся к своему сыну и сказал, ты не находишь унизительным спор с прислугой? Хватит. Мэн Цин Ву решительно сказала, я никогда не соглашусь на такое. Прощайте. Пожалуйста, уходите. Жао Джан не отступал, ради развития Нань Юн и вашего будущего. Ли, мой сын, это лучший выбор. Мы сюда пришли не переговоры вести, сопротивляться нет смысла. Жао, ты прав. Нань Юн разваливается. В последний раз повторяю, выходи замуж за моего сына или пусть компания выплатит все. Мэн Цин Ву крепко сжала кулаки, лицо было в гневе. Жао Джан, не замечая этого, сказал, все решено, сын. Готовься к свадьбе. Благодарю, отец. Чжао-младший не смог сдержать своего счастья, я устрою красивую свадьбу своей жене Ву. Никто не считался с мнением Мэн Цин Ву. Все было уже решено заранее, не согласны. Тогда заберем талисман торговли. Этот талисман — символ компании и шедевр мастеров. Мэн Цин Ву, ты хочешь загубить дело родителей? Мэн Цин Ву зло смотрела на все это со слезами. Конец всему чувствовался ею. К счастью, она была не одна. Она умоляюще посмотрела на Чу Тянь рядом с ней. Одна она не сможет их одолеть, а этот парень может. Чу Тянь получил разрешение и решил действовать. Чу Тянь встал и заорал. «Все, хватит!» Мэн Цин Ву была шокирована. Словно набрав в рот воды, все замолчали. Он не знает, как должен себя вести. Он смеет говорить с ними в таком тоне. Сердитый родственник встал. «Ты!» С особой жестокостью Чу Тянь замахнулся и врезал. Тот скорчился от боли с вывихнутой челюстью. Спустя секунду он отправил его в полет ударом ноги. Как он посмел ударить его, компании конец. У нее не хватит денег со всеми расплатиться. Она увязнет в долгах, Чу Тянь сжимал и разжимал кулаки.
Она сама все решила. Помогите мне избавиться от этого мусора. Наглый раб, ты смеешь подстрекать клан, устраивать скандал в семье. Тебя надо казнить. Джао бездумно встал и сказал: «Отец, я хочу, чтобы его убрали отсюда». Жао Джан не сделал ничего, чтобы остановить его, и холодно сказал: «Так убей его». Мэн Цин Ву с тревогой воскликнула: «Ты не посмеешь. Кузина, ты так наивна. Любовь моя, не жалейте его. Этот злой раб совершил много зла, а вы его защищаете. Если он останется, то рано или позже он принесет нам проблемы. Ради всех нас сегодня я убью его. Умри, гад». Жао высоко поднял правую ногу, готовясь нанести удар топором по черепу Чутянь. Преднамеренно и хладнокровно он собирался убить Чу. После такого не выживают. Слабак. Чутянь поднял правую руку, ударив вверх, чинся кулак, в зале раздался хруст костей. Ах! Жао с грохотом упал на землю, а его правая нога была неестественно согнута. Моя нога. 5-й ранг. После купания в источнике с кровью дракона его способности многократно выросли. Он это знал. 16-летний мальчик одним ударом одолел студент Чжоу, лица присутствующих побледнели. Теперь, кто здесь мусор? Надо избавиться от мусора в институте. Чутянь поднял парня в воздух, несколько раз ударив. Свежая кровь брызнула, а выбитые зубы упали на пол. Бесполезный. Вы все еще хотите убить меня? Жао заплакал. Стой! Жао Джан набросился на них в ярости. Ты, дикарь, как смеешь? Чутянь ударил Джао-младшего в живот. Его сила и Дантянь полностью исчезли. А сам он стал обычным человеком. Джао конец. Мэн Цин Ву не могла предвидеть такой исход, да и никто не мог. Джао не так влиятельны. Однако, они их дальние родственники. Клан будет в ярости, а весть быстро разлетится по городу. Связи разорваны. Как ты посмел причинить вред моему сыну? Джао Джан был в гневе, внезапно бросившись вперед с кулаками. Я убью тебя. Чутянь насмешливо. А тебе не все равно ли уже? Удар. Только одна нога. Джао Джан проехался по полу. Дантянь Джао Джан Хэ немного лучше, чем у Джао Йи. Но надо бы его проучить и понизить ранг. Чутянь пренебрежительно посмотрел на толпу краем глаза. Все чувствовали его ледяной взгляд дьявола с окровавленными руками. Что ты хочешь? Ты не хочешь убить меня. Я ищу смерти, так почему бы тебе не позволить мне умереть? Позволишь мне умереть, он говорит такие слова. Этот парень очень легкомысленным и странным. Страшно, Мэн Цин Ву дрожала, не зная, радоваться или бояться. Он сделал то, на что она никогда бы не решилась, это клан матери. Они разорвали с ними отношения. Однако Джан, правда, невыносимы. Она смотрела на могучую фигуру Чутянь в замешательстве. Но решила действовать твердо. «Спасибо, Чу», по щеке Мэн Цин Ву покатилась слеза. Жао Джан с бледным лицом и плачущим голосом сказал: «Мэн Цин Ву, вы жестокий и беспринципный человек. Я основал компанию с твоими родителями, работая днем и ночью. А теперь вы отрастили когти и стали бессовестной». «Какой?» Мэн Цин Ву печально улыбнулась. «У меня есть подозрение насчет вас». Жао Джан молчал. Мэн Цин Ву спросила почти ледяным голосом: 6 лет назад мои родители ехал в караване с очень ценными товарами. Все было очень секретно. На полпути караван попал в засаду. Почти все были убиты. Все, кроме тебя. Почему ты остался в живых? Жао Джан хрипло закричал: «Не пытайтесь ввести нас в заблуждение, то был Мошу». Мошу рейд. Это был просто предлог. Именно вы тогда все рассказали и убеждали нас в этой истории. Вы продали их клану Е. Что? Жао Джан содрогнулся. Она все знала, кто знал, что она хранила все эти годы. Эта женщина очень скрытная, у Мэн Цин Ву были подозрения, но не было доказательств. Но видя реакцию Джао Джан Хэ, она была почти уверена, что ее предположение было верным. Проблемы компании на этом не закончились. Поставщики стали плохо выполнять требования, заводы встали, а тут появились вы. Вы потребовали часть акций за помощь компании. Лицо Джао Джан стало бледным. Ты смеешь на меня наговаривать. Отныне контракт разорван. Больше никаких дел с вами. Мэн Цин Ву бросила контакт на пол. Тот поспешил забрать его. Молодец. Мэн Цин Ву. Вам еще это аукнется. Уходим. Мэн Цин Ву отдала контракт.
Впрочем, лучше потерять его, чем прибыль, им важны только деньги, а семья ничего не значит для них. Джао Джан поспешил уйти. Чутянь крикнул им вслед: «Уходите, пока живы». Все повернулись друг к другу с выражением ужаса на лице. Чутянь зловеще усмехнулся. «Просто катитесь. Теперь вперед. Ты. Вы невыносимы». Все были озлоблены. Чутянь холодно ответил: «Я буду считать до 3, кто не успеет, тот больше не встанет. 1, 2. Я ухожу. Мы уходим». Перепуганная толпа, в том числе Джао, спотыкаясь, бежала к двери. Теперь, когда все было уже сказано, пусть все идет своим чередом, Мэн Цинву наблюдала за всем этим из зала. Ее сердце дрогнуло. Теперь я потеряла все. Чутянь улыбнулся. «Ерунда, у тебя есть я». Мэн Цинву, услышав эти слова, скривилась и быстро отвернулась. Глава 29. Контракта больше нет. Чутянь чувствовал себя полным сил. Питоний суп Чутянь съел несколько тарелок с ним. Очень питательная вещь для культивации. Между прочим, конечно, в этот день было уже 2 прорыв. Но не это не предел, как бы то ни было, Чу не волновался об этом. Культивация — процесс не быстрый. А сейчас было не до нее. Чутянь нес суп в гостиную. Мэн Цинву была рада его видеть, и я была не права. Чутянь поставил горшок супа перед сестрами. Мэн им надула щеки и своим крошечным кулачком ударила по столу, встала и закричала: «Ха! Я не знала обо всем этом. Если бы я знала, то бы помогла. За сестру я, Мэн Ин, порву любого на куски. Спасибо за эту идею. И в следующий раз я обязательно такое сделаю», — сказал Тян, держа тарелку супа. «Теперь хватит играться. Ешьте». Мэн Ин ребячески высунула язык. Талисман торговли на месте, она сильно волновалась за него. Мэн Ин подвинулась и понюхала. Он так хорошо пахнет. Этот суп укрепляет организм, улучшает цвет лица и повышает плодовитость. «Стой. Мне не надо». Мэн Ин схватила самую большую тарелку. Какие сильные эффекты. Мэн Цин сделала 2 глотка и почувствовала, как тепло расходилось по всему телу. Невероятно. «Как вам достать это?» Мэн Ин рассказала ей историю. «Это очень опасно». Мэн Цинву испугалась. «Вы зашли слишком далеко. В следующий раз пойдите с телохранителем». «Зачем телохранитель? Разве он может сравниться с Чутянь? Нань Юн будет распущена. А все средства пойдут в новую компанию». Мэн Цинву смущенно высказала свои мысли. «Чу, что вы думаете?» Чутянь уклончиво сказал: «Вы действительно готовы распустить компанию?» Глаза Мэн Цинву были грустными, поэтому она тихим голосом сказала: «А зачем она такая нужна? Все разрушено там, контракт разорван. Компания нерентабельна. А так мы сможем погасить долги и заработать 45 тысяч золотом». Мэн Ин понимала чувства своей сестры. 6 лет отданные этому бизнесу, Чу вдруг заявил: «Может, пока на пару лет оставить. Это будет настоящий колос для бизнеса». Мэн Цинву задрожала. «Что?» «Что?» Чутянь объяснил: «Вы должны понять позицию новой компании. Мы не сосредоточиваемся на одной конкретной области, а представляем собой целый конгломерат. Я постараюсь сохранить всю компанию, которая отныне будет частью новой. Она будет отвечать за фармацевтику и талисманы». «Правильно. Чутянь очень опытный в этом, а сила его культивирования впечатляет». Мэн Ин встала и взволнованно сказала: «Она будет локомотивом для чудо-компании». «Сестра, не все потеряно». Правда, Чутянь довольно сказал: «Нань Юн, несомненно, станет лидером королевства в области дизайна талисмана и фармацевтики. Да, дорога длинная, но реальная. Не хочу быть слишком амбициозной, но насчет всего королевства ты замахнулся. Мы слишком малы пока». Мэн Цин осеклась, но самое главное сейчас зарегистрировать чудо и стать сенсацией в городе Тяньнан. Чутянь ляпнул: «У нас уже есть планы на это. Я объявлю на саммите об этом». Высокий уровень. Он гений, конечно, это отличная возможность. «Госпожа. Плохие новости. Дом ограбили». Дворецкий был в комнате. «В чем дело? Кто пройдет такой путь сюда, чтобы украсть всего несколько вещей?» Мэн Цинву спросила, что было украдено. Дворецкий вспотел. Сейчас все еще не ясно, но вор вышел из комнаты второй хозяйки. Когда мы обнаружили это, он уже сбежал. «Как странно, у меня в комнате нет ничего дорого». Недоумевала Мэн Ин и вдруг, широко раскрыв глаза, закричала: «Может быть, а нет».
Да, чаша упала и разбилась. Суп на полу, лицо Мэн Ин стало как бумага. Она тихо побежала к себе в комнату. Что происходит, Мэн Цин Ву и Чу не могли понять ничего. Мэн Цин Ву была в полном замешательстве. Ее сердце быстро билось в груди. Она бросилась к постели и открыла тайник. Там была только пустая коробка. «Нет, 100 000 раз нет, возьми что-нибудь еще, хоть что-то», содрогаясь, она потянулась к коробке. Там не было ничего внутри. Мэн Ин почувствовала опустошенность в сердце. Комната закружилась, а небо упало. Мэн Цин Ву залетела в комнату и обняла сестру. Какой ужас! Ее лицо белое, а сама она, покрытая холодным потом, бормотала что-то себе под нос. Казалось, она сошла с ума, Мэн Ин не реагировала на нее. Мэн Цин Ву начала паниковать: «Не пугай меня». Что происходит? Мэн Ин очнулась. Слезы отчаяния лились из ее глаз. Контракт, договор украден. Они украли контракт. Контракт. Какой контракт? Не может быть. Мэн Цин Ву почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу. И она повернулась к Чу рядом с ней. Мэн Ин вопила: контракт Чу Теня. Лицо Чу было в гневе. Дерьмо. Этого не может быть. Чу, мне жаль. Мэн Ин была очень встревоженной. Она говорила между рыданиями: я хотела вернуть контракт. Я не ожидала этого. Тот контракт украден, душа раба. Это означает, что жизнь Чу Тянь находится в руках кого-то другого. И они могут заставить Чу делать что угодно. А если Чу Тянь будет сопротивляться, он может умереть. Мэн Ин совершила серьезную ошибку. Но сейчас слишком поздно для сожаления. Я не очень опытна и умна, испугалась, что ты оставишь меня. Я знаю, что эгоистка, но я никогда не планировала использовать против вас. Если бы я знала, где он, то вернула бы. Мэн Цин Ву была напугана. Жизнь была поставлена на карту. Мэн Цин Ву ругала девушку: почему ты оставила такой важный предмет без защиты? Мэн Ин чувствовала свою вину в случившемся. А ведь минуту назад они были так счастливы. Мэн Ин провел на контракте, чтобы она могла держать Чу Тянь с ней. Кто бы мог подумать, что ее собственный эгоизм приведет к ее потерять его, что она поставит его в опасности. Чу Тянь сделал так много для меня. Чу Тянь спас всю семью. Что обо мне? Что я могу сделать? Мэн Цин Ву чувствовала раскаяние при виде ее плачущей сестры. У нее болело сердце. Она была маленькой, когда они потеряли своих родителей. Вор явно среди тех родственников. Я считаю, что это клан Се. Когда Чу Тянь открыл свои необычные таланты, те тайно наняли людей, чтобы украсть контракт. Мэн Цин Ву сжала кулаки, злясь: я тоже виновата в этом. Надо отвечать за это. Быстро собрать группу людей, чтобы поймать этого вора. Поймать? Можем ли мы еще поймать его? В глазах Мэн Ин появилось внезапное озарение: я принесу его обратно. Мэн Цин Ву, испугавшись, оттянула ее назад. Ин, что ты делаешь? Мэн Ин была полна решимости. Это клан Се. Я пойду в клан Се и верну обратно контракт. Я сделаю все, что нужно. Просто доверьтесь мне. Мэн Цин Ву горько засмеялась. Глупышка, они украли контракт, чтобы они могли контролировать Чу Тянь вечно. Лучше не совершать лишнюю ошибку. Отпусти меня. Мэн Ин изо всех сил пыталась освободиться, бросаясь прямо к двери. Я не собираюсь позволить Чу Тянь попасть в руки злых людей. Я должна попробовать. Кто-то преградил путь и положил руки ей на плечи. Тихо. Мэн Ин было очень стыдно смотреть в глаза Чу Тянь. От нее столько проблем. Чу Тянь был так добр к ней, помогал ей бесчисленное количество раз, спасал ее от смерти. Но как мы можем отблагодарить его? Мэн Ин вспоминала свои ранние угрозы его жизни и свободы. Никогда не прощу себя. Она должна достать контракт любой ценой. Мэн Ин смахнула слезы с лица и спросила: ты ненавидишь меня? Глупышка, не плачь. Улыбнись. Чу Тянь смахнул слезу с лица Мэн Ин и похлопал ее тонкие плечи и повел ее обратно. Прекрати плакать. Прими ванну и ложись спать. Сволочь, это касается жизни. Чу Тянь застонал. Забудь об этой ерунде, как я. Вы думаете, я так просто позволил бы себя украсть? И все под контролем, что Мэн Ин и Мэн Цин Ву смотрели на него с недоверием. Такой контракт может быть вечен. Он действует до смерти слуги. Душа раба всецело принадлежит мастеру, который решает все. Но Чу Тянь знал 100 способов разорвать контракт. Например, самый простой способ — достигнуть пробуждения духа. Он только должен войти в это царство. Там он сможет разорвать оковы и стать свободным. Но в данном случае надо полагаться на другие способы.
Например, дух зверя может также использоваться как замена его души. Этот дух очень редок. Сложно достать и изготовить что-то, потому что такая душа живет очень мало. Не все так плохо, дух питона, договор не мог быть доставлен в руки клана Си еще. Но надо спешить, у меня есть секретная способность, могу временно снять ограничения с души. Дайте мне тихую комнату. Быстро, пока контракт не доставлен. У нас мало времени. Чутянь вошел в комнату. Там он вытащил сущность зверя. Другого выхода нет, сделаю, у этого зверя второй магический уровень. Ему достаточно поглотить его душу. Контракта больше нет. Чутянь взял талисман, предварительно поместив таблетку в центре, и активировал его. Полупрозрачная пустота вспыхнула внутри таблетки. Чутянь проглотил дух зверя, это только начало, Чу начал культивировать до звериного чувства. Глава 30. Перед саммитом. Грех, сожаление, грусть, разочарование, тревога. Мэн не спала всю ночь. Словно охранник, она ждала Чу. Почти утро. Мэн Цин нежно покрыла плащом плечи своей младшей сестры. Не время сейчас стоять стеной. Тебе нужно отдохнуть. Я пришла помочь. Это было слишком сложно для Мэн Ин. Она даже на мгновение растерялась. Уставшая Мэн Ин сказала: «Да, вы правы, мне не стоит этого делать. От меня никакого толку нет». Да и Чу не одобрил бы, отлично. Пошли. Видя страдания сестренки, Менву начинала волноваться еще больше. Чу запал ей в душу. Рассвет. Вдруг послышался голос: «Я из клана Е, как ты смеешь не пропускать меня?» Послышались испуганные крики охранников. Сестры не на шутку испугались. Мужчина 30 лет повалил охранников на землю и стоял над ними. Увидев Мен, быстро сказал: «Сестры-красавицы, ваш клан слишком любит сеять распри в городе». Пришло время положить этому конец, Мэн Цин плотно сжала кулак. «Что ты имеешь в виду?» Не стесняясь, он окинул их оценивающим взглядом. «Вы доигрались, разрушая города. Прямо сейчас вы отправитесь на работу в качестве наложниц в клан Е, это уже решено. Там вы ответите за все». Мэн Ин в гневе закричала: «Уходите». Мэн Цин тихо успокоила сестру. «Что вам нужно? Зачем пришли? Только не говорите, что пришли в гости». Тот рассмеялся. «Что же, сразу к делу. Я пришел за Чутян». Мэн Ин возмущенно спросила: «Зачем он вам?» Слуга, зевая, ответил: «Мой молодой мастер говорит, что этот раб посмел оскорбить мастера и весь клан совершил преступление. И есть только один вариант вашего спасения — на колени, и мы милосердно отсечем только ноги, на колени, милосердно». Мэн Ин, скрипя зубами, сказала: «Не боишься прогневать богов?» «Прогневать». Мужчина улыбнулся. «Нет, нет, молодой мастер очень добр». Мастер ограничился лишь этим. Зачем ему безногий раб Чу? Услышав это, Мэн Ин сразу же спросила: «Чего ты хочешь тогда?» Тот язвительно сказал: «Все просто, вы и ваш раб становитесь собственностью клана Е, и тогда будете жить в качестве наложниц в нашей семье, негодяй». Мэн Ин покраснела: «Как вы можете?» Дежурный зло сказал: «Раб Чутянь тяжело ранил младшего Е и унизил старшего. Он обуза для вас, которая не даст вам жизни. Да, он сейчас герой для вас. Но если добровольно его отдадите, то спасетесь. Одноногими спасемся». Мужчина, увидев лица сестер, решил, что его миссия закончена. Он радостно рассмеялся: «Сообщение доставлено. Мне пора». До вечера он уже собирался уйти, как услышал голос. Собака лает на улице, сначала подумал. А это, оказывается, собака семьи Е, которая думает, что это проходной двор. Чутянь был в чистой одежде. Его глаза были неестественно светящимися, а тело пронизывало духом Юань Лици. «Чутянь, вы вышли? Я восхищен. Смерть на пороге, а вы такой смелый». Слуга нагло продолжал: «У вас есть два варианта, либо смерть, либо добровольно сдадитесь, а третий...» «Такого нет. Третий для вас и всех, Хань, вы, какой наглый, доиграешься». Слуга побледнел от страха и почувствовал угрозу вдруг. Хрясь, звук ломающихся костей, пара ног сломана. Он вскрикнул от боли и шока. Как Чутянь ударил его. Его жизнь была во власти семьи Рукие, у него перехватило дыхание. Ты решил убить меня. А молодой мастер не позволит вам уйти. Я не собираюсь убивать тебя. Лишь хочу, чтобы вы передали сообщение перед смертью. Вам недолго осталось», тот посерел лицом. «Я согласен».
Чутянь вдруг улыбнулся. Я бы хотел быть тоже вежливым и милосердным. Что вы там говорили? На колени. Тому вдруг стало страшно. Что вы хотите? Чутянь спокойно сказал: я отправлю вас голышом обратно со сломанными конечностями, как ты смеешь. Нет. Не смей. Помощник клана добирался по улицам, привлекая огромное внимание населения. Люди смотрели на это с удивлением и ничего не понимали. Это скоро попадет на все заголовки города Тяньнан. Не стоит волноваться, Чутянь объяснял. Я взял энергию души зверя и повысил культивацию до 5-го ранга. И временно расколол душу. Это будет работать 2 месяца. А потом пробуждение. Мэнин вздохнула с облегчением, но переспросила: 2 месяца? Точно, Чутянь кивнул головой. Только так. Через 2 месяца дух пробуждения. Это шутка? Это почти невозможно и неслыханно. Мэнин склонила голову, как провинившийся ребенок. Она чувствовала беспокойство. «Ин, вы не виноваты». Чу подошел прямо к Мэн Ин. «Вы купили меня на невольничьем рынке, что само по себе уже большая доброта. Кто знает, что было бы в противном случае. Давайте забудем обо всем этом». У девушки сжималось сердце. В глубине души она была полностью согласна. «Вы напугали меня еще сильнее». Чутянь притворно испугался. «Что вы?» Мэн Ин внимательно посмотрела ему в глаза. Он немного сорвиголова. «Уверен, что можешь это сделать. Вы не верите мне». «Нет, я верю. Я считаю, что вы можете сделать это, но наш разрыв становится все больше и больше. Боюсь, что я не смогу поспевать. Не волнуйтесь, мы вместе будем расти». Чу погладил голову Мэн Ин. «Слышишь?» Мэн Ин завопила. «Я запрещаю тебе трогать мою голову, не ребенок уже». «Прекрасно слышу». Чутянь вздохнул с облегчением. «Это хорошо. Иначе бы было в 10 раз хуже. Кстати, нам нужны таблетки все еще». Мэн Ин сразу же заинтересовалась. «Таблетки? Скоро встреча на высшем уровне. Я хочу успеть увеличить свою силу. Мне так спокойнее, но сначала надо убить Хань. А потом украсть контракт. Иначе Чутянь умрет. А потом и они, сейчас Чутянь, Джао Ли Цин и Юн по очереди несли вахту в доме. Чутянь закрывал крепко дверь в тайную комнату, где он сидел вместе с Мэн. Все травы здесь есть. Можно успеть все. Все ждали той встречи на высшем уровне. Спустя несколько дней в доме мэра. Мэр ворчал: Юн становится все более и более непредсказуемой. Это же опасно. Да, она талантлива во многом, но не всесильна. Она пропала после, поехала на какой-то склад за контрабандой и не вернулась. Несколько дней назад разнеслась весть, что она боролась с Хан Е на улице. Кто такой Хан Е? Он вроде из Чжунчжоу института. Местные бандиты, которые угрожают ему и ей. «Господин, ваша дочь не вернулась». «Что ты сказал?» «Только пусть вернется». Нангунь, младшая, вскипела. «Почему это?» Небрежно сказала Юн-старшая, которая появилась из ниоткуда. «Ты бледен». «Заболел». Тот топнул ногой в ярости. «Нет, я зол. От тебя столько проблем». Я подал заявку в институт Чжунчжоу. Юн сердито спросила: «Что?» Он продолжил: «Этот институт привьет тебе манеры». Юн громко сказала: «Я столько делаю для вас». «Не могу. Я участвую в одном проекте». «Чем плохо?» Юн сердито сказала: «Ты, что ты делаешь?» «Это секрет». Девушка подняла брови и развернулась на их молчание. «Завтра встреча на высшем уровне. Мой босс там кое-что объявит». Нангунь слегка удивились. «Босс?» «Какой босс?» Нангунь-старший понял, что совсем не знает свою дочь. Она ученица Джанли, многое умеет и делает. Но она ему не подчиняется совсем. Что за история?